Давно хотел записать видео, как настраивать Android от начала и до конца. И вот время наконец-то пришло. Хотел вам это все показать на примере Xiaomi Mi A3, то есть сбросить его до заводских настроек и настроить заново. Но вот вчера записывал новую серию Android Ликбез и обнаружил один очень интересный лайфхак. Оказывается, не нужно сбрасывать телефон до заводских настроек, чтобы показать, как он настраивается от начала и до конца. Достаточно лишь создать профиль помимо гостевого. То есть у нас есть основной профиль, гостевой профиль. И вот когда мы создаем третий профиль, то там будет настройка, как будто бы мы телефон сбросили до заводских настроек. В общем-то, я думаю, что сейчас большинство все равно ничего не поняло, что я сказал. Поэтому давайте уже переходим к телефону, покажу этот небольшой лайфхак и покажу, как настраивать Android телефон от начала до самого конца, по крайней мере, по моей версии. Начинаем. Итак, вот у меня в руках мой малыш Google Pixel 2. Как видите, он у меня полностью настроен. То есть это один из моих основных устройств, помимо тех, которые я беру на обзор. И теперь давайте я вам покажу фишку, как сделать так, чтобы я смог настраивать телефон, как будто бы я его сбросил до заводских настроек, но на самом деле я это делать не буду. Итак, переходим в настройки, система, дополнительно. Итак, пользователь. Включаем настройку «Добавить пользователя на заблокированном экране». Как видите, у меня уже есть пользователь мой основной и гость. Теперь мы блокируем телефон, разблокируем его, вызываем шторку, нажимаем на иконку профиля, и вот видите, написано «Добавить пользователя». Как видите, у меня телефон сейчас, то есть вот нужно вводить пин-код, чтобы войти в основную систему. Но мы сюда заходим, нажимаем на иконку профиля, «Добавить пользователя», окей. И все, как видите, он у меня не потребовал ни пароля, ничего. То есть, если вы включили вот эту настройку «Добавить пользователя на заблокированном экране», то все, считайте, что если вы потеряете телефон, если человек случайно обнаружил, что вот это можно делать, человек получает полностью готовое новое устройство, ему даже ничего не нужно делать, все, даже пароль не нужно вводить. Все, сейчас я вам покажу, как его настраивать полностью с нуля, и все, у нас будет нормальный телефон. Итак, нажимаем «Далее». Сейчас у нас будет стандартная процедура проверки обновлений. Я ускорю видео, чтобы это не задерживать. Телефон проверил все обновления, у нас все в порядке. Теперь нас просят войти в аккаунт Google. И это очень важно сделать на данном этапе, потому что на аккаунте Google зависит половина функциональности Android-устройства. Потому что Android принадлежит компании Google, а как раз таки на Android-телефонах половина всех сервисов завязана на Google Play Services. Они будут работать только при условии, что у вас есть вход в Google аккаунт. Сейчас я зайду в свой второй аккаунт Google. Кстати, небольшой лайфхак. Не обязательно вводить полностью наименование почты. Можно просто ввести его логин, и все, до этого достаточно. Нажимаем «Далее». Сейчас у меня попросят пароль, я это все скипну и продолжим далее. Сейчас мы настроим сервисы Google. Я на этом этапе рекомендую ставить настройку освобождения места, также рекомендую использовать местоположение, а вот настройку разрешить поиск сети мы отключаем, потому что у нас будет сканироваться Wi-Fi и Bluetooth, даже когда мы их отключим, это будет расходовать у нас дополнительно батарею. Так, нажимаем «Далее». На данном этапе можно пропустить настройку блокировки экрана, потому что мы это сделаем далее, не устанавливать. Сейчас у нас попросят настроить Google Assistant. Обычно Voice Match на данном этапе я пропускаю, потому что я им в принципе не пользуюсь, потому что это также расходует дополнительно батарейку, да и при этом телефон все время у нас использует активно микрофон, чтобы как раз таки расслышать команду «Окей, корпорация добра», вот, чтобы у нас активировался Google Assistant, поэтому мы это также пропускаем. Сейчас нам Android предлагает еще 4 основных настройки. Это электронный адрес, изменить размер шрифта, сменить обои и дополнительные приложения. Вот эти 3 мы пропустим, потому что их можно будет сделать далее. Вот дополнительные приложения мы нажимаем и удаляем все ненужные приложения. Конкретно это в данном случае Daydream, это у нас для VR. Потом Google документы я обычно оставляю, Google Pay, потому что я ими пользуюсь. Google Duo это аналог Skype, рекомендую его также ставить. Google Keep это самые лучшие, одни из самых лучших простых заметок на Android. Клавиатура Daydream мы ее также удаляем. YouTube VR мы ее также удаляем, потому что VR я не пользуюсь, да и думаю, что 99% людей, которые смотрят это видео, также не будут этим пользоваться. А так как, чтобы это у нас не установилось при первой настройке, мы это отменяем и нажимаем ОК. Все, и завершаем настройку. Итак, вот он у нас чистый девственный Android. Все, я больше здесь ничего не трогал, кроме как установил приложение для записи экрана. Давайте его настраивать от начала и до конца. Первым делом мы идем в шторку и отключаем вот эту вот у нас notification о погоде. Зажимаем палец и отключаем. Все, выключить уведомления. Применить. Зачем это надо, если у нас уже вот тут показывается в лаунчере погода? Дальше мы зажимаем палец на рабочем столе, заходим в настройки лаунчера, и обычно я отключаю это добавлять значки установленных приложений, потому что зачем? Лично мне это не нужно, потому что все вот приложения у нас хранятся в меню, а также они будут попадать еще на рабочий стол, но лично мне это неудобно. Но я, как сказать, этой настройки я показываю то, как лично я настраиваю Android, я вас ни к чему не принуждаю, настраивайте так, как вам нравится, просто показываю, делюсь опытом, и думаю, многим это будет интересно. Следующим делом я иду снова в шторку и уведомлений и настраиваю вот эту вот у нас область. Зажимаем сюда палец на карандашик. И как я обычно настраиваю? У меня первым делом идет Wi-Fi, потом идет мобильный интернет, когда я выхожу из дома. Потом у меня идет режим «Не беспокоить». Следующим пунктом у меня идет режим
полет, если нужно срочно что-то отключить. И пятая штучка, у меня идет режим энергосбережения. А все остальное, оно по сути не важно, где оно находится. Можно Bluetooth спрятать, он у меня обычно постоянно включен. И ночной режим также ставить. Все, теперь мы нажимаем назад. И вот эти первые 5 иконок, то есть Wi-Fi, мобильный интернет, не беспокоит, даже 6 штук. Авиарежим, режим энергосбережения, фонарик — это одни из самых часто используемых функций шторки уведомления. Вот они у нас сверху, не нужно сворачивать его 2 раза. Все, вот так вот делаем хопс и, например, включаем сразу же мобильный интернет, либо выключаем Wi-Fi. Теперь мы заходим в обычные настройки. В лаунчере мы все настроили. Итак, обычно здесь предлагают сверху какие-то настройки, типа настройте то, настройте то. Я бы не рекомендовал бы это делать, а просто проходиться от начала и до конца, и тем самым мы ничего не пропустим. Идем в сеть и интернет, нажимаем на Wi-Fi, здесь нажимаем настройки Wi-Fi, и здесь у нас, видите, все отключено, но здесь обычно включено уведомлять об открытых сетях. Я это всегда отключаю, и вам также рекомендую, чтобы не надоедали вот эти уведомления о том, если какая-то сеть Wi-Fi открыта. Здесь небольшая пометка, почему что-то может быть включено, а что-то нет. Как видите, так как я зашел через пользователя, а не через сброс настроек до заводских настроек, видите, у меня даже есть сохраненные сети Wi-Fi, и получается, что если вы активируете ту настройку, которую я показывал в начале, когда можно добавлять пользователей через заблокированный экран, то человек даже получает доступ к вашим сетям Wi-Fi сохраненным. Это очень плохо, и вот этот баг Google по-любому надо исправить. Не знаю, знают они об этом или нет, наверное, попросту не обращают внимания, но тот факт, что можно просто вот так вот взять телефон, создать пользователя даже без спроса пароля, это очень плохо. Дальше я обычно настраиваю точку доступа и модем, то есть создаю свое какое-то персональное имя и пароль удобный, но пропустим этот момент, чтобы не задерживать видео. Дальше заходим в подключенные устройства. И опять же, видите, новый пользователь, а у него даже есть все мои Bluetooth устройства, это очень плохо. Надеюсь, что кто-то из Google, либо близкие компании посмотрит это видео и сообщит кому-то, чтобы они закрыли эту багу создания пользователя без пароля, потому что, телефон воруют и их могут подключить, если кто-то невнимательно включил эту настройку и забыл о ней. Здесь я обычно захожу в настройки подключения, потом захожу в печать и отключаю виртуальный принтер, потому что он мне не нужен. И также службу печати я тоже отключаю, потому что зачем они занимают нас память, они могут работать в фоне. Но если же, опять же, если вы этим пользуетесь, то оставляйте. Я этим не пользуюсь, я думаю, большинство этим не пользуются, поэтому советую выключать это. Делаем 2 шага назад и переходим в следующую настройку, это приложение и уведомления. Здесь это один из самых важнейших пунктов. Переходим показать все приложения. И сейчас мы отключим те приложения, которые нам по сути не нужны. В моем случае это виртуальный принтер. Заходим сюда, отключаем его. Все, чтобы он у нас не занимал память. Google VR Services. Я VR не пользуюсь, я его отключаю. И по сути все ненужные приложения в моем случае я отключил. То есть это виртуальный принтер, а также Google Play фильмы и все приложения для VR. Google Play Services for AR мы оставим, пусть будет. Следующий пункт это у нас уведомления. На 10-м андроиде немножко изменилась логика уведомлений. То есть у нас теперь есть приложение со звуком и беззвучные уведомления. Беззвучные попадают вниз, а со звуком самый вверх. И как видим, у нас есть такая настройка показывать на заблокированном экране все приложения, либо только со звуком. Я бы оставил только со звуком, потому что разный хлам на заблокированном экране мне не нужен. Нажимаем дальше дополнительно. Следующий пункт. Рекомендую всем, кто не пользуется, использовать сканер отпечатков для просмотра уведомлений. Включаем эту штуку, и теперь я просто вожу пальцем вниз по сканеру отпечатка, и показывается шторка. Это крайне удобно. Рекомендую всем, кто этим не пользуется, если у вас, конечно же, это есть на вашей оболочке. Пункт «Не беспокоить» я обычно не настраиваю, но если вы прям поклонник функции «Не беспокоить», то рекомендую сюда зайти, и можно отдельно настроить, кто нам может звонить, когда у нас включен режим «Не беспокоить». Можно его настроить по расписанию, то есть там очень много различных настроек, но обычно, если мне нужно, чтобы меня не беспокоили, я включаю «Не беспокоить», и когда мне нужно, чтобы меня снова беспокоили, я отключаю эту настройку, как все очень просто. Выходим из настроек приложения и уведомлений и переходим в настройки батареи. Здесь я обычно показываю уровень заряда батареи, чтобы быть в курсе, сколько у меня осталось батарейки, но больше здесь, по крайней мере, ничего нет. Но есть такая интересная функция адаптивное энергопотребление. Видите, оно у нас включено, но какие приложения в этом участвуют, нам не показано. И для тех, кто не в курсе, заходим обратно в приложение и уведомления, все приложения, и допустим, если есть какое-то приложение, которое вы 100% не хотите, чтобы оно работало в фоне, например, давайте пусть это у нас будет вот этот вот X-рекордер, через который я сейчас записываю у нас экран. Нажимаем дополнительно, батарея, ограничение работы в фоновом режиме, ограничить. Все, видите, оно у нас ограничено. Теперь заходим обратно в настройки батареи, батарея, активное энергопотребление, вот приложение с ограниченным доступом. Когда оно не используется, оно не будет жрать батарейку ни при каком случае, потому что адаптивное энергопотребление будет его блокировать. Следующее по порядку это у нас экран. Заходим сюда. Ночной режим я обычно всегда использую, чтобы в ночное время у нас глаза не болели. То есть, видите, у нас экран становится желтеньким. Обычно я его настраиваю, примерно до конца, то есть, чтобы он был не слишком желтый, но так, более-менее. И также я ставлю расписание. Обычно это выбранное время. У меня в этом случае обычно я ставлю в 23 до 8 утра. Адаптивная яркость у нас по умолчанию включена. То есть, это у нас интеллектуальная система, когда не только у нас работает связка датчика освещенности, но также сама
система анализирует, в каких приложениях вы используете яркость повыше, в каких пониже. И, соответственно, если, например, Google Фото я использую высокую яркость, то даже если я нахожусь в темном помещении, яркость там будет повыше, чем обычно. И, например, если в каком-то приложении я обычно затемняю яркость, то, опять же, адаптивная яркость это запомнит и в приложении сделает яркость чуть-чуть пониже, чем обычно. Ну, в общем, такая вот интеллектуальная система. Следующая после адаптивной яркости у нас, конечно же, идет темная тема, которую мы сейчас включим. И вот на 10-м андроиде она у нас полностью работает и в меню, и во всех встроенных приложениях. И вот шторка у нас также темное, уведомление темное. В общем, везде темная тема. Рассказываю для тех, кто не знает, почему темная тема это хорошо. Во-первых, у нас снижается давление на глаза в случае, как и с ночным режимом, но при темной теме у нас глаза воспринимают только те участки, которые подсвечиваются, соответственно, в ночное время, в утреннее время, опять же, с темной темой пользоваться телефоном намного легче, нежели чем светлой темой. Ну и, конечно же, темная тема у нас очень сильно экономит батарейку, потому что если, допустим, в нашем случае Google Pixel 2 используется AMOLED-матрица, либо же OLED, как на Google Pixel 2 XL, то там пиксели подсвечиваются только те, которые вот у нас экран, яркость, циферки, они подсвечиваются, а все остальное это не подсвечивается, соответственно, батарейка экономится, потому что не нужно подсвечивать все пиксели, а подсвечиваются только вот эти. Вот. А на IPS-матрицах, например, у нас подсвечивается вся матрица, и там от темной темы небольшой толк, но вроде как говорят, что он все равно есть. Но сейчас давайте все равно отключим темную тему, потому что мы записываем видео, и на светлой видно все лучше, нежели чем на темной. Время отключения экрана я обычно оставляю 1 минуту, потому что 30 секунд слишком мало. Цвета я обычно оставляю натуральные, потому что мне так больше нравится, насыщенные как-то не очень, а вот натуральные я люблю. Одна из самых полезных настроек в разделе экран это размер шрифта. Я обычно его всегда ставлю маленьким, потому что мне это нравится. Во-первых, не только текст становится маленьким, но также у нас, видите, здесь вот все, теперь помещается больше места. Давайте сделаем по умолчанию. Вот видите, стало чуть-чуть больше, сделаем маленький. Вот, стало поменьше. И это будет работать во всей системе, то есть у нас из-за шрифта все уменьшится и будет все намного компактнее. Но опять же, если вам нравится побольше, то оставляйте. В этом вся прелесть андроида, то есть что можно настраивать как и так и по-другому. А вот масштаб изображения на экране я обычно оставляю по умолчанию, потому что если мы его сейчас сделаем маленьким, да, то смотрите, все становится слишком маленьким, слишком много у нас места между приложениями. Также здесь все очень маленькое, ну реально очень мелко, ничего не видно, поэтому я оставляю здесь все по умолчанию. Можно комбинировать. Либо у нас будет здесь мелкий и шрифт будет у нас по умолчанию, но все равно в данном случае мне больше нравится связка, когда маленький шрифт и по умолчанию масштаб, потому что, опять же, видите, все равно не очень красиво, а если мы сделаем шрифт мелкий, масштаб изображения по умолчанию, то все становится прям гармонично, то есть и текст маленький занимает меньше места и становится больше всего видно, ну и также масштаб у нас такой более-менее хороший. Следующий пункт это заставка, она работает только если у нас есть док-станция, я эту штуку обычно у нас отключаю, то есть никогда, потому что все равно док-станции нет, но также мы ее отключим, нафиг надо. Пусть телефон об этом даже не думает. Информация на заблокированном экране. Заблокированный экран показывает уведомления полностью. Я обычно это оставляю, да, потому что приходят всякие уведомления, знаете, с кодами, со всем прочим. И зачем нам переходить полностью в систему? Прочитал уведомление, если нужно, заблокировал телефон. И интересно, то переходишь дальше и работаешь. Текст на экране я обычно ставлю здесь свое имя. То есть, если я потерял телефон, то вот я ввожу Вячеслав. И также я оставляю здесь свою почту. На тот случай, если я потеряю телефон, то если хороший человек его найдет, то он сможет мне написать, что он нашел мой телефон. Храните. Теперь, когда мы блокируем телефон и его разблокируем, под часами у нас будет такая надпись Вячеслав Горбатенко и моя подпись. Ну, я считаю, что это очень полезная штука, может пригодиться. Следующий пункт, это экран всегда включен, если по-русски в кавычках, то это Always on Display, то есть когда мы заблокируем телефон, у нас показывается всевозможная информация. Я эту штуку обычно отключаю, потому что она мне не интересна. Но я знаю, что очень большому количеству людей это нравится, то есть то, что у нас показываются часы, какая-то маленькая информация. Самая крутая штука это на Samsung, там она вообще полностью кастомизируется. Но на чистом Android не слишком много с ним настроек связано, ну я ее не предпочитаю, поэтому отключаю. Также такие штуки, как дважды нажать, чтобы проверить уведомления, я отключаю, и поднять телефон я также отключаю, чтобы у меня меньше расходовался заряд батареи. И при новых уведомлениях обязательно отключаю штуку, чтобы у нас подсвечивался экран, потому что, опять же, это больше разряжает батарею, и меня на самом деле бесит, когда где-то сидишь, он у тебя вот так вот мигает, включить-выключить. Нет, пришло уведомление, я услышал звук, либо вибрацию, все, проверил. Если мне это не интересно, вообще даже не трогаю. Ну, опять же, как вам больше нравится, так и используйте. Android тем хорош, что он очень гибко настраивается. Выходим из раздела экран, это у нас один из самых содержательных разделов в настройках, и переходим в раздел звук. Как вы знаете, на Android можно детально настроить звук, обычно мультимедии, разговоры, рингтоны и будильника, либо же, если мы находимся на главном экране, нажимаем сюда, потом на условную шестеренку, и вот на 10-м Android это выглядит так, то есть настраиваем рингтон, либо громкость разговора, мультимедиа, вот, но по дефолту у нас стоит громкость мультимедиа, то есть вот показано. Вибрацию при звонке я обязательно оставляю,
оставляю. Опять же, режим не беспокоить у нас был в другом разделе, мы его дальше не трогаем. Такие пункты, как звук при наборе номера, звук при блокировке экрана, вибрация при зарядке и звук на нажатие на экран, полностью я отключаю на всех телефонах. Не понимаю тех, кто это оставляет, потому что когда набираешь, например, текст, то это я это не люблю, потому что обычно, знаете, находишься в каком-то тихом месте, вот это вот у тебя все играется. Не люблю. Также, конечно же, это еще дополнительно разряжает батарейку чуть-чуть, но опять же разряжает. И если бы это у меня был другой Android телефон, я обычно отключаю вибрацию при касании, но так как это Pixel, здесь стоит нормальный вибромоторчик, очень схожий по айфоновскому Taptic Engine, кто пользуется, тот поймет, но вот на других Android устройствах, например, на том же Mi 3, вибромоторчик полное говно, там его полностью отключил, но, к сожалению, он работает у нас, когда вот у нас активируется сканер отпечатка пальцев. Теперь выходим из звука, про хранилище мы пропустим, здесь ничего интересного, и перейдем к конфиденциальности. В 10-м Android у нас большой упор сделали на конфиденциальность, под бэкграунде там полностью запрещено приложение использовать геолокацию, либо звук, а также сделали отдельную настройку для конфиденциальности для тех, кто об этом беспокоится, но все-таки эта тема у нас в Privacy, Apple об этом много говорит, и Google также решил не отставать. Управлениями разрешения я обычно на данном этапе не занимаюсь, потому что все встроенные приложения используют их нормально, а вот сторонние приложения могут с ними баловаться, и поэтому, когда у меня уже накапливается много приложений, то я обычно сюда захожу и отключаю доступ к камере, местоположению, к микрофону, но опять же, на 10-м вроде говорят, что это у нас все по пикселе, и приложение даже в фоне не может использовать микрофон, но я все равно этому не доверяю и стараюсь еще дополнительно ограничивать разрешениями. Из всего остального автозаполнение от Google это очень полезная штука, если вы не используете, то рекомендую, если вводите какие-то пароли, они сохраняются на аккаунте Google, и даже если вы будете потом в дальнейшем менять свои устройства, либо на компьютере что-то забыли пароль, кликайте на пароль, и вам Chrome предложит все, пароль нажимаете, все введено, работает синхронизация между всеми устройствами Android, ПК, в общем, где есть Chrome, все это будет работать, и также все Android устройства. Переходим в пункт рекламы, здесь мы можем сбросить рекламный идентификатор, но он у нас новый, потому что якобы устройство новое, и можно отключить персонализацию рекламы, я это не рекомендую вам делать, потому что там будет показываться всякий булшит, а все-таки когда вам показывается более-менее полезная реклама, хоть она не навязчивая, но хотя бы она адекватная, когда показывается полная фигня, это еще хуже. И если вы при самой первой настройке случайно пропустили такой пункт, как и диагностика и использование, то есть когда у нас отправляется наша статистика использования компании Google, то вот здесь вот ее можно отключить, чтобы это у нас ничего в фоне не отправлялось. Я думаю, что у Google и так достаточно пользователей, которым это все отправляют, то есть у них там свыше 2 миллиардов людей, и поэтому я думаю, что определенный процент точно это не отключает, им данных хватает, но зачем нам дополнительная работа устройства в фоне. Теперь переходим к местоположению. Здесь мы нажимаем поиск сетей Wi-Fi устройств и Bluetooth. Здесь я обычно все отключаю. Поиск сетей и поиск Bluetooth устройств, это у нас все жрет батарейку в фоне, нафиг отключаем. Даже если оно говорит, что будет лучше использоваться геолокация, все фигня, оно в принципе и так все нормально работает. А вот такую штуку, как геолокацию Google, я рекомендую оставлять, потому что с ней реально местоположение работает намного лучше, нежели чем без него. Ну и вот у нас по стандарту раньше был выбор, либо GPS, либо там по интернету. Теперь-то у нас на 10-м Android ничего нет. Есть просто определять местоположение, либо его не определять. Вот сейчас мы его включим. То есть это у нас автоматически будет работать и GPS, и интернет, и также вот еще геолокация Google. Следующее, переходим в безопасность. Также у нас здесь, видите, Google Play защита. Я ее обычно отключаю, потому что, как мне кажется, это полная фигня, бесполезная. То есть они это сделали, знаете, как типа маркетинговая фишка, что у нас якобы там все приложения проверяются. Они, естественно, проверяются, но, зачем мне еще в фоне нужно, чтобы там кто-то что-то лазил по моему телефону, какая-то программа анализировала? Нет, мне это не нужно, спасибо. Ну и дальше, естественно, это у нас блокировка экрана либо по сканеру отпечатка пальцев, либо по пин-коду, либо графическому ключу. Я обычно добавляю просто сканер отпечатка пальцев, пин-код. Smart Lock я не трогаю, это та штука, где мы можем настроить разблокировку по лицу через камеру, либо же там через Bluetooth устройство. Я этому не особо доверяю, но максимум могу оставить Bluetooth, когда у меня там подключены, допустим, наушники, когда я точно рядом. Но вот все остальное я этому не особо доверяю, и, в общем-то, есть отдельный выпуск Android Ligbes, можете посмотреть, там все детально рассказано. Теперь переходим в аккаунты, это очень интересная штука, многие об этом забывают, также мы теперь зайдем в аккаунт Google. То, что я говорил в одном из выпусков Android Ligbes, а конкретно по экономии батарейки, заходим в синхронизацию аккаунта, и здесь я вам рекомендую отключить все, чем вы точно не пользуетесь, потому что это будет у вас жрать немножечко, но будет жрать батарейку в фоне, когда у нас будет все это синхронизироваться. Я 100% не пользуюсь Google Fit, Google Play Music я сейчас также не пользуюсь, потому что перешел на YouTube Music, но все остальное, в принципе, полезно. И, кстати, забавный факт, контакты на русском остаются, как контакты, а на английском там это как-то по-другому звучит, и в этом есть смысл, почему два разных наименования. Но вот на русском почему-то не догадались перевести по-разному, а просто контакты, и русский человек не может понять, в чем, собственно, разница. А разница там какая-то есть, точно сейчас не могу сказать, но на английском это точно разница существует.
Теперь переходим к специальной возможности. Это для людей с ограниченными возможностями. Но здесь одна такая интересная штучка, как переходим сила вибрации, включено. И вот здесь я обычно оставляю только вибрацию при звонке. Это, кстати, ввели только на 10-м андроиде. Здесь можно регулировать все три вместе. На 9-м андроиде там можно регулировать звонок и уведомления, либо касание. Уведомления отключаю и касание также отключаю, потому что уведомления меня не особо парят, а вот звонок — это важная штука, но опять же делайте все, как вам больше нравится. Также одна полезная функция, я на регулярной основе не пользуюсь, но я знаю, что многим она может быть полезна. Это меню специальных возможностей. Оно появилось у нас с 9-го андроида, сейчас мы ее включим. И вот это у нас аналог типа таких умных кнопок на лаунчере, либо умная кнопка на iOS, то есть мы нажимаем сюда. Вот можем вызвать ассистента, уменьшить либо увеличить громкость, заблокировать телефон и так далее и тому подобное. Здесь у нас вот даже есть несколько экранчиков. В общем, если вам лень что-то там тянуться куда-то, либо что-то нажимать, вот нажимаем сюда, все, увеличить яркость, поменьшить яркость. Ну, в общем-то, кому это нужно, тот и сам знает. Следующий пункт – это цифровое благополучие. Есть такой миф, что якобы если мы его сейчас отключим, то у нас будет меньше расходоваться батарейки, и вообще телефон станет работать намного быстрее, потому что вот цифровое благополучие не будет у нас использовать нашу историю данных. Но секрет в том, что без разницы, включено у нас цифровое благополучие, либо у нас оно выключено, оно никак не влияет ни на скорость, ни на разряд батареи. Потому что служба, которая записывает историю пользователя, она и так работает 24/7. И вот цифровое благополучие лишь графически выводит нам то, как мы пользуемся устройством, но оно само не записывает, поэтому отключать его бессмысленно. Следующий пункт — это у нас раздел Google. Я не буду слишком сильно углубляться, что здесь находится, потому что это, можно сказать, по нему можно записывать отдельный ролик Android Ликбез. Но если вы сюда никогда не заходили, обязательно рекомендую сюда зайти. Вообще рекомендую полностью настроить свой аккаунт Google, пройтись по всем этим пунктам, настроить вам так, как их и надо, и это у нас сохранится от одного устройства к другому, то есть это будет у нас мигрировать, это у нас входит в синхронизацию устройства. Последний пункт — это система. Здесь у нас есть одна небольшая особенность, по крайней мере, это точно работает на самых новых устройствах, то есть не так, как у меня, я настраиваю через пользователя, а если прям сбросить телефон, и будет он как будто бы из коробки. У нас в языках обычно стоит русский и QWERTY. Я настоятельно рекомендую удалять QWERTY и менять на United States через английский, потому что если мы вводим что-то на клавиатуре английской, то с United States у нас будут предлагаться подсказки, а на QWERTY они не будут предлагаться, и я не знаю, почему Google так, в принципе, сделали. Я бы по дефолту оставлял United States, то есть English, либо United Kingdom, кому как больше нравится. И второй язык, который мы выбрали при первой настройке. Почему QWERTY, мне непонятно, но, видимо, такая политика непонятная. Здесь я следующим пунктом всегда настраиваю у нас Gboard, потому что светлая тема — это полная фигня. Заходим в Gboard. Языки, как я уже сказал, у нас будут подгруживаться из системных настроек, то есть Россия и США. Дальше заходим в настройки. Ряд цифр — это обязательно. Потом эмодзи на клавиатуре — это обязательно. Режим у меня обычно нормально. Здесь отключаем всякие виброотклик, увеличивать при нажатии оставляем, долгое нажатие символы. Также переходим в тему. Здесь я всегда выбираю темную. Также можно это отключить, чтобы полностью было темное. Либо же, если большой лайфхак, скачивайте темную картинку, нажимаете на мои темы, выбираете полную темную картинку, у вас даже здесь все будет оставаться темным. Дальше переходим в исправление текста, здесь включаем прилагать контакты, очень крутая штука, я вообще хочу сделать отдельное видео по Gboard, почему это лучшая клавиатура на свете, она на самом деле таковой является. Если мы включаем настройку предлагать контакты, то если мы вводим, например, я буду вводить GFF, то он высветит мою почту, если я буду вводить почту своей жены, то есть начну там вводить ее почту, и она у меня также высветится в подсказках, это очень удобно. Непрерывный ввод здесь обычно ничего я не трогаю, голосовой ввод оставляем. Можно, кстати, включить ускоренный голосовой ввод, если вы используете английский язык. Что это такое? Google у нас придумала гениальнейшую функцию сжатия файлов. Пакет файлов из 2 гигабайт они сжали до 85 мегабайт, поэтому если вы будете говорить по-английски при голосовом вводе, то там слова будут показываться мгновенно, то есть они даже не будут обрабатываться на сервера Google, они сразу будут обрабатываться на устройстве, потому что языковой пакет весит очень мало, всего 85 мегабайт. С русским языком, к сожалению, такого пока что нет, да я думаю, вряд ли появится в ближайшие годы, потому что Россия не самый приоритетный рынок для Google, но в будущем это по-любому появится, и это очень крутая штука. Если вы часто разговариваете по-английски, то рекомендую прям очень сильно. В словаре и поиске там ничего интересного, и заходим в дополнительно и отключаем отправлять статистику использования. Я не хочу, чтобы то, что я ввожу на своей клавиатуре, отправлялось куда-то бы на сервера, мне это не особо нравится, поэтому я отключаю и вам также рекомендую это сделать. Active Edge на Google Pixel я обычно отключаю, потому что мне тупо неудобно им пользоваться, хотя многие говорят, что интересная штука. Сканер отпечатка для вызова шторки я уже настроил в одном из меню. Классная штука, если не пользуетесь, обязательно рекомендую ее включить. Быстрый доступ к камере через двойной тап кнопки питания также оставляем. Смена камеры — это когда мы будем вот так вот крутить телефон, и у нас будет меняться от фронталки к основной камере, мы также оставляем.
навигация по системе в 10 Android. Я более детально об этом расскажу все-таки уже в полном обзоре Android 10, но я и уже исходя из своего опыта все-таки понял, что мне больше нравятся две кнопки, то есть полная навигация через жесты мне не понравилось, как она работает на 10 Android. Опять же, расскажу это все в полном обзоре Android 10, но вот эта штука, когда мы делаем свайп, либо же мы можем делать вот так вот свайпы между приложениями, она мне показалась более удобной и рациональной, хотя многие с нее горят, вообще неудобная система, но я к ней привык за год и реально считаю, что она одна из самых удобных штук. Ну и такие штуки, как дважды нажать, чтобы проверить уведомления, то есть если у нас телефон заблокирован, нажимаем на экран, он подсвечивается, я это отключаю, чтобы не жрало батарейку, сенсоры не работали, и также поднять, чтобы проверить телефон, также отключаю, чтобы у нас сенсор не работал и не жрал батарейку. И самое последнее, что я вам хотел показать, но, к сожалению, сейчас не могу, это настройки разработчика, то есть заходим о телефоне, номер сборки, нажимаем сюда 7 раз, появится сообщение о том, что вы стали разработчиком, система, дополнительные настройки для разработчиков, и там, если я использую какие-то другие телефоны, я обычно ставлю настройки ускорения анимации, на Google Pixel я это не использую, потому что оно работает и так нормально, и также я там обычно ставлю настройку sRGB экрана, чтобы у нас цвета отображались по цветовому профилю sRGB. В общем-то, на этом все. Давно хотел показать, как лично я настраиваю телефон от начала до конца. Надеюсь, что кому-то это было полезно и интересно. Может быть, он что-то подметил для себя новое. Хотел бы еще рассказать о встроенных приложениях и о сторонних приложениях, но это займет, очень много времени, поэтому я не буду на этом сильно останавливаться. Единственное, что я рекомендовал бы сделать, это, опять же, включить темную тему на всех приложениях, но это, опять же, дело вкуса, но я рекомендую все-таки это сделать. И также в контактах введите свою персональную информацию, потому что, когда вы будете в Gboard что-то вводить, она отсюда же будет также подпитываться и будет показываться ваше там имя, либо email адрес, это также очень удобно. Ну и опять же рекомендую вообще контакты, все своих друзей, добавьте туда всякие почты, всякие полностью номера, адреса, где они живут, потому что все сервисы Google от карт до Gmail, они связаны, и это все будет подгружаться и очень удобно. Опять же, ролик я об этом хочу сделать отдельный, но если вам тема с настройками Android в принципе интересна, то я ставлю ссылочку на плейлист с Android Lickbez, там многие пункты я разбираю прям достаточно подробно, и если вы их не смотрели, то также рекомендую знакомиться, если подобное видео вам почему-то понравилось. Ну и как обычно, увидимся в следующих видео. Всем огромнейшей удачи, всем пока!